Привет, друзья! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Марафон модных показов уже позади, а значит, настало время наконец-то навести порядок в потоке информации и выделить действительно важные тренды, ключевые тенденции на предстоящий холодный сезон. Впереди, мои дорогие зрители, вас ждет целая серия фэшн-обзоров. И первым в довольно объемном списке по нашей давней традиции становится модный цвет осень-зима 2026-2027. То есть сегодня мы обсудим цветовую палитру. Ее для нас подготовили эксперты Института Пантон. Уже много лет они формируют цветовые прогнозы, и это не просто очередной отчет, а конкретные рекомендации, четкий сигнал рынку о том, что мы будем покупать и носить через полгода. Нынешняя модная гамма завязана на интеллектуальной двойственности. Естественные природные тона лихо смешались с более смелыми выразительными оттенками. Строгая классика подружилась с духом новаторства, утонченность, стабильность с дерзким экспериментом. Здесь есть и уважение к подлинности, и стремление к безграничному творчеству. Есть тяга к устойчивости и тут же к полной свободе самовыражения. Одни цвета дарят чувство комфорта, другие готовы повысить уровень счастья. Но в любом случае каждый из них делает наш образ настоящим. А чтобы не ошибиться с выбором своего личного фаворита, попробуйте просто довериться сердцу, а еще лучше эмоциям. Поверьте, друзья, это точно работает. В моих любимчиках сегодня голубой, бежевый и шоколадный. Они хорошо миксуются с иными оттенками и прекрасно смотрятся вместе. А какие цвета нравятся вам? Какой тон сегодня лидирует в вашем гардеробе? Напишите в комментариях. Надеюсь, эта тема окажется вам близка, и вы не забудете поддержать видео лайком. А пока давайте подробно, без спешки и суеты, познакомимся с модной палитрой от Института Пантон. Приятного просмотра! Приглушенная глина. В дословном описании значится как непринужденный, деревенский, основательный и долговечный, наполненный глубиной и теплом терракотовый. Уютный, спокойный, в сдержанной мягкой подаче. Совсем не кричащий, не яркий. Этот приземленный и стойкий природный цвет кажется фундаментом всей палитры. Представляет собой смесь рыжеватых, коричневых, коралловых ноток. Хорошо смотрится в осеннем гардеробе, будь то повседневный наряд или платье на выход. Зеленый Нептун. Интересно, а какой модный тон предпочел бы сам владыка морей и океанов? Или, давая комментарий к оттенку, эксперты имели в виду не покровителя мореплавателей, а цвет 8 самой дальней от Солнца планеты. В пояснительной записке Нептун значится как зеленый оттенок с нотками ретро, который оживляет, буквально бодрит осенне-зимнюю гамму, добавляя в нее динамику и свежесть. На модных показах дизайнеры, будто заранее сговорившись, сочетали его с черным. Зеленая зависть. Даже не знаю, откуда только Пантон черпает идеи для названий. Может, вам, друзья, об этом известно? В меру бодрящий зеленый тон наполнен силой и чистотой природы. Он виртуозно балансирует между приземленной простотой и эстетикой современного люкса. В стильном образе цвет создает атмосферу приятной гармонии. Но к выбору его на роль фаворита надо подходить с осторожностью. Далеко не всем он к лицу, особенно в монохроме. А вот для поддержания модной тенденции можно включить в свой наряд одну вещь в природном зеленом. Арабские специи. Пикантный коричневый тон. В нем чувствуешь первобытную связь с землей и дикой природой. Цвет растворяется в складках одежды, как пряные приправы в горячем масле, которое медленно томится в печи, наполняя воздух терпким, дразнящим ароматом восточных специй. Кажется, его естественная теплота согревает одним своим присутствием. Оттенок подойдет практически к любому стилю одежды. Красиво раскрывается в бархате, атласе и шерсти, но особенно хорошо смотрится в коже, замше и меховых изделиях. Наперстянка. Название модного тона созвучно с травянистым растением, форма цветков которого напоминает наперсток. Это нежный, приглушенный розовый с сиреневыми нотками. Оттенок деликатный и мягкий, казалось бы, совсем нетипичный для осенне-зимней поры. Однако на подиумах в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке бренды дружно решили, что в гардероб на холодный сезон просто необходимо добавить особую атмосферу мечтаний и романтики прошлых эпох, где цвет ощущаешь как аромат любимых духов на запястье. Фестиваль фуксии. Яркий, ликующий, волнительный и дразнящий розовый, что буквально пропитан духом карнавала. Он прославляет свободу, жизнерадостность, счастье, добавит в образ свою интригу, свой шарм.
Отличный вариант для смелых модниц и поклонников динамичных оттенков. Фестивальная фуксия полна энергии, оптимизма и не позволит нам загрустить даже в самый унылый пасмурный день. Под надоевшие серые будни очаровательный пурпурный оттенок обязательно разбавит новыми красками. Красное дерево. Изысканный коричневый оттенок с красноватым отливом. Цвет земли, согретой солнцем и временем. В нем слышится дыхание природы, ее мощь, основательность и спокойствие. Он мягко окутывает, привлекает своей элегантностью. Живет на грани между роскошью и сдержанностью. Густой, как вино, зрелый, как закат, и благородный, как старинная мебель, впитавшая дыхание веков. Его глубина окружает и манит, словно за бархатной поверхностью скрывается тайная история. Акация. Сочный желтый оттенок с легким зеленым подтоном. Спонтанный и неожиданный, как яркая вспышка. Теплый и дружелюбный, как улыбка близкого нам человека. В модном образе работает как инъекция радости и хорошего настроения. Идеально миксуется с черным, серым, белым, коричневым. Составит отличную пару с красным и синим. Акация легко оживит любой строгий наряд. И пусть за окном дождь или снежная вьюга, я уверена, с таким цветом, как в песне, у природы нет плохой погоды. Все на борт. Еще одно креативное название от экспертов Pantone для энергичного морского синего тона. Чистый и глубокий, он напоминает о бескрайних горизонтах неба и океана, зовет к открытиям и дарит ощущение свободы. Если, друзья, вы давно скучаете по морю, то непременно добавьте этот сине-голубой оттенок в свой повседневный гардероб. Цвет поможет снять напряжение и усталость между деловыми встречами и смело отправиться на новые свершения. Жженый оливковый. Элегантный, уравновешенный цвет. Насыщенный, многослойный, достаточно темный зеленый природный оттенок. Название вызывает ассоциацию с популярным напитком, с утонувшей в бокале зеленой оливкой. На мой взгляд, он обладает особой энергетикой, настраивает на сосредоточенный, серьезный лад, поэтому прекрасно подойдет для строгого делового гардероба и не менее хорош как для повседневных, так и для вечерних нарядов. А теперь, друзья, рассмотрев 10 главных оттенков модной осенне-зимней палитры, давайте перейдем к 5 более универсальным базовым. Это в меру нейтральные, не яркие, но достаточно заметные цвета для поддержки общего баланса. Первым номером здесь обозначен кремово-белый тон под названием «Цапля». Мягкая альтернатива кристально чистому белому. Цвет бархатистый, густой, с легкой примесью вкуса топленого молока. Восхитительный и, как всегда, безупречный. Засахаренный имбирь. Это цвет, который пахнет зимними праздниками, напоминает о пряниках и свечах, создает ощущение уютного тепла, словно чашка имбирного чая с медом в холодный день. Его легкая сладость добавляет в образ романтики. Светлый золотисто-карамельный красиво смотрится в струящихся платьях, пальто с четким силуэтом, в замшевых, шерстяных, трикотажных комплектах. И, конечно, в аксессуарах – сумках, ремнях, обуви. В зависимости от ткани, фактуры может быть и романтичным, и смелым. Ириска. Вкусный шоколадно-коричневый тон, где название говорит само за себя. Аппетитный, нежный, ароматный, будто мода решила угостить нас конфетой, и просто нельзя удержаться, чтобы не попробовать. Сластены меня точно поймут. Цвет идеально подходит для женственных силуэтов. Отлично работает в союзе с черным и как фон для хищного принта. В нем есть современная элегантность, есть всегда актуальная классика. В то же время звучат винтажные нотки, что сегодня особенно актуально. В дословном переводе название этого тона звучит как «подземный мир», но по факту имеет глубинный серый. Цвет опора – стойкая основа, прочный фундамент, на котором держится вся архитектура осенне-зимнего гардероба. Он традиционно сопровождает одежду в офисном стиле, универсален для повседневных вещей, готов составить прекрасный тандем с любым из модных оттенков. А еще серый умеет быть разным – холодным и строгим, мягким и чувственным, смелым и дерзким, и точно не скучным. Посейдон. Темный синий оттенок, словно из глубины океана. С первого взгляда практически черный, но все-таки это темно-синий цвет. Его прохладный тон напоминает вечернее небо, когда горизонт растворяется в мягкой дымке, уходя в бесконечность. Или его можно сравнить с таинственной морской пучиной, куда вряд ли заглядывал хоть один лучик солнца.
В нем есть ощущение надежности и внутреннего равновесия. Цвет Посейдон уверенно потеснил в классической базе всем приевшийся черный. О чем сказать напоследок, друзья? Может, эта фраза звучит и банально, но не спешите угнаться за трендами. Выбирайте свой цвет настроения. Позитивный, душевный, уютный и независимо от сезона и капризов погоды, теплый и солнечный.